Предел человека. Два случая, когда смерть ошиблась. История знает тысячи катастроф. Корабли тонут, экспедиции исчезают, люди погибают. Но иногда происходит сбой. Система, которая должна была завершиться смертью, дает сбой. В 1942 году один человек 133 дня дрейфовал в Атлантическом океане. В 1915 году другой человек потерял корабль во льдах Антарктиды и сумел вернуть домой каждого члена своей команды. Один против океана, другой против льда. Оба против статистики, и оба не должны были выжить. Ноябрь 1942 года. Вторая мировая война. Британское судно «Бен Ломонд» пересекает Атлантику. Одна торпеда, 2 минуты, и корабля больше нет. Пань Лянь Стюарт. Не офицер, не капитан, не герой. Он оказывается в воде. Вокруг обломки, пена, чернота океана и тишина. Он находит спасательный плот. На нем немного воды, несколько пайков, сигнальные средства. Это стартовый капитал его жизни. Первые дни ожидания спасения. Каждый горизонт кажется надеждой, каждый шум ветра — приближением корабля. Но никто не приходит. Запасы заканчиваются быстрее, чем вера, и начинается настоящая фаза выживания. Он разбирает фонарик. Металлическая пружина превращается в крючок. Из веревки он делает снасть, из ткани — навес для сбора дождевой воды. Он учится читать небо. Серые облака — шанс на воду. Штиль — угроза обезвоживания. Волны — источник рыбы. Океан перестает быть пейзажем. Он становится системой, которую нужно понять. Солнце сжигает кожу, соль разъедает раны. Ночью тело дрожит от холода. Иногда под плотом проходят тени, акулы. В какой-то момент он ловит одну из них, использует все, что может дать ее тело: мясо, жир, влагу. Это не жестокость, это формула. Или ты используешь среду, или среда использует тебя. Несколько раз на горизонте появляются корабли. Один проходит мимо, другой не замечает. Война делает океан глухим. Дни теряют форму. Сначала он считает их, потом перестает. Остается только задача — дожить до утра. Через 133 дня он достигает берегов Бразилии. Он потерял вес, но не потерял контроль. Его рекорд остается непревзойденным, и, возможно, это к лучшему. Если история Паня — это предел одиночной биологии, то следующая история — предел ответственности. 1914 год. Эрнест Шеклтон отправляется пересечь Антарктиду. Корабль называется «Endurance» — «Выносливость». Через год лед начинает сжиматься. Корабль зажат. Он не тонет, он медленно умирает. Дерево трещит, корпус деформируется. 24 октября 1915 года «Endurance» перестает существовать. 28 человек остаются на дрейфующей льдине. Нет укрытия, нет плана эвакуации, нет гарантии спасения. Шеклтон меняет цель. Не континент, люди. Он вводит режим: подъем, работа, игры, музыка. Он понимает, что психика разрушается быстрее, чем тело. Если хаос захватит лагерь, они погибнут. Когда лед начинает ломаться, они пересаживаются в лодки. Недели в открытом море. Вода заливает лодки. Одежда не высыхает. Пища заканчивается. Они достигают острова Слона. Это не спасение, это отсрочка. Шеклтон принимает решение, которое кажется безумием. Он берет 5 и отправляется на крошечной лодке «Джеймс Керт» 800 миль по Южному океану.
Навигация по звездам. Погрешность в 1 градус – смерть. 14 дней штормов. Лед нарастает на бортах. Каждая волна может стать последней, но они доходят. Они высаживаются не на той стороне. Острова между ними и людьми – горы. Без карты, без снаряжения. 36 часов перехода. Когда они выходят к китобойной станции, их сначала принимают за призраков. Через несколько месяцев Шеклтон возвращается за остальными. Все 28 человек остаются живы. Не потому что повезло, потому что лидерство оказалось сильнее паники. Пань Лянь доказал, что человек способен выжить одиноко. Шеклтон доказал, что человек способен нести других. Океан не заботится, лед не сочувствует, но иногда в этих холодных системах возникает переменная, которую трудно просчитать – человеческая воля. Если вам интересны истории о пределе человеческих возможностей, подписывайтесь на «Архив невозможного» и напишите в комментариях, кто продвинул границу дальше – Пань Лянь или Шеклтон.